Запах пота, старой кожи и мази для мышц пропитал тесный зал, где Дима и Саша провели половину своей жизни. Сюда, в подвал старой хрущевки, они пришли в 13 лет. Дима, долговязый, с вечно растрепанными волосами. Саша, крепкий, с колючим взглядом и привычкой сжимать кулаки, когда нервничал. Их тренер, седой Виктор Палыч, тогда сказал: «Вы либо друг друга убьете, либо станете братьями». Они выбрали второе. Вместе дрались на улице, вместе терпели отцовские ремни, вместе мечтали о большом ринге. Но жизнь, как и бокс, бьет не по правилам. К 30 годам Дима стал звездой. Его лицо мелькало на билбордах, спонсоры слали контракты, а журналисты называли молотом за сокрушительный правый хук. Саша же остался в тени. Травма колена в юности, пара проигранных боев. И он стал вечным запасным. Тем, кто спаррингует с чемпионами, но сам не выходит на свет. Они все еще дружили, но реже. Дима мотался по турнирам, Саша вкалывал в зале, подрабатывая грузчиком. Иногда они пили пиво в старом баре, вспоминая, как в 16 украли у Палыча сигареты и получили нагоняй. Но что-то в их разговорах стало натянутым, как струна. Все изменилось, когда чемпионский бой в полутяжелом весе неожиданно оказался под угрозой. Противник Димы, немецкий боксер, сломал руку за неделю до матча. Организаторы в панике искали замену, и Саша, тренировавшийся в том же зале, попался на глаза. «Ты готов?» — спросил менеджер. Саша, вытирая пот с лица, кивнул, хотя внутри все сжалось. Это был его шанс, о котором он мечтал 20 лет. Дима, узнав новость, хлопнул его по плечу. «Ну, брат, покажем им». Но в его глазах мелькнула тень. Подготовка к бою превратилась в ад. Дима тренировался с лучшими спарринг-партнерами, Саша один, в старом зале, где скрипели полы и вечно текла крыша. Журналисты смаковали историю. Звезда против аутсайдера, друг против друга. Публика раскололась. Одни болели за Диму, другие видели в Саше темную лошадку. Соцсети гудели. Молот размажет его за раунд. Саш — это душа, он выстоит. Давление росло, и друзья, которые когда-то делили последнюю шоколадку, теперь избегали встреч. Дима злился. Почему он не отказался? Это мой бой. Саша думал: я всю жизнь ждал. Почему я должен уступить? За 2 дня до боя они столкнулись в раздевалке. Дима в новом спортивном костюме выглядел как с обложки. Саша в потертой футболке перевязывал бинты. «Сань, ты уверен, что хочешь этого?» — спросил Дима, глядя в сторону. Саша сжал кулаки. «А ты хочешь, чтобы я слился?» «Как всегда». Молчание повисло, тяжелое, как гиря. «Мы друзья, Дим, но на ринге без пощады». Дима кивнул и вышел, хлопнув дверью. В ту ночь ни один из них не спал. Вечер боя. Арена гудела, свет прожекторов слепил, трибуны ревели. Дима вышел первым, под оглушительную музыку, в окружении команды. Саша один, с полотенцем на плече, под старый рок. Их взгляды встретились, и на секунду показалось, что они снова пацаны, которые бьют грушу до боли в костяшках. Но рефери уже поднял руку, и гонг ударил как выстрел. Первый раунд был разведкой. Дима двигался легко, его удары были точными, но Саша держался, блокируя и отвечая короткими джебами. Толпа взрывалась при каждом ударе. Во втором раунде Дима включил скорость. Его правый хук рассек Саше бровь, кровь залила лицо. Саша стиснул зубы и пошел вперед, как танк, нанося удары, в которых была вся его злость, на судьбу, на травму, на годы в тени. К третьему раунду оба дышали тяжело, но Саша начал выигрывать. Его удары становились точнее, он поймал ритм.
Дима, привыкший к быстрым победам, растерялся. Между раундами, в углу ринга, тренер орал на Диму. «Соберись, он тебя сделает». Но Дима смотрел на Сашу, сидящего напротив. Его лицо было в крови, но глаза горели. И Дима вспомнил, как Саша прикрыл его, когда их поймали за граффити, как тащил его на себе, когда Дима напился после первого поражения. «Он заслужил это», — мелькнула мысль. Но другая часть кричала: «Ты чемпион, не сдавайся». Дима пошел в атаку, его удары сыпались градом, но Саша не падал. Толпа скандировала: «Молот! Молот!». Вдруг Саша поймал Диму на контратаке. Мощный апперкот, и Дима покачнулся. Арена ахнула. Саша мог добить, но замер. Их взгляды снова встретились, и в этот момент Дима понял: если он сейчас победит, Саша вернется в тень, и это сломает его навсегда, похоронив его мечту. Но если он проиграет, их дружба может треснуть не из-за Саши, а из-за его собственной гордости. Ведь он пожертвует всем, ради чего жил. 5-й раунд. Дима сделал то, чего никто не ожидал. Он опустил руки. Саша, не веря, ударил. Слабый джеб. Почти проверка. Дима не защищался. Толпа затихла. Рефери нахмурился. Саша крикнул: «Бей, Дим! Что ты творишь?» Но Дима только покачал головой и сказал едва слышно: «Твой бой, брат». Саша, сжав зубы, нанес еще один удар, и Дима рухнул на канвас. Рефери отсчитал: 10. Арена взорвалась, но не радостью, шоком. Саша стоял над Димой, тяжело дыша, кровь капала на ринг. Он не поднял руки, не праздновал. Вместо этого протянул руку и помог Диме встать. Они обнялись, и толпа, замерев, начала аплодировать. Журналисты потом писали: «Скандал или подвиг?». Одни называли Диму слабаком, другие — героем. Спонсоры отвернулись, но Дима не жалел. Саша получил титул, но в интервью сказал: «Это не моя победа, это наша». Через месяц они снова встретились в старом баре. Саша, теперь чемпион, заказал пиво. Дима без контрактов, но с легкой улыбкой поднял бутылку. За братьев. Саша посмотрел ему в глаза. «Ты идиот, Дим, но спасибо». Они чокнулись, и в этот момент все было как раньше. Два пацана, которые знали, что дружба сильнее любого титула.